Привет, дружище, рад приветствовать тебя на своем канале. В сегодняшнем видеоролике я покажу тебе всех животных в игре Sons of the Forest. Ты узнаешь о том, где их искать, что из них получать и даже то, как заспавнить некоторых из них, используя консольные команды. Интересно? Ну, желаю приятного просмотра. В этом видео я поделю этих животных на три категории: воздушные, водные и наземные соответственно. Первые, с кого мы начнем сегодняшний ролик, это утки. Уток можно найти в прудах по типу этого. Как видишь, даже здесь летает одна из них. Что ты получаешь с утки? Две вещи. Во-первых, ты получаешь с нее перья. Давай я тебе покажу. Не убил, а вот теперь убил. Ну и первым делом, конечно же, опять же повторюсь, это перья. Сейчас их выпало 5 штучек. Перья необходимы для того, чтобы создавать в последующем стрелы, а также ты получаешь труп, при разделывании которого в твой инвентарь будет добавлен кусочек мяса. Для того, чтобы заспавнить утку, тебе понадобится знать английское ее название. Ты открываешь консольные команды на кнопочку F1, вписываешь команду add character и добавляешь в конце английское слово duck. После этого можешь также добавить количество уток, которые ты хочешь заспавнить, например 5 штучек. И туда, куда смотрит твой персонаж, примерно там они и появятся. Могу заспавнить их прямо перед собой, и вот они уже улетают от меня. Ну, некоторые из них уже не улетают от меня. Думаю, ты понял. Сразу же после уток идут чайки. Они очень похожи, но у них разное место обитания. Почему похожи? Потому что чайки точно так же, как и утки, при своей смерти дают тебе и перья, и мясо. Для того, чтобы ты это посмотрел, я прописываю команду add character и заспавню, пожалуй, несколько чаек прямо перед собой. Для этого я поменяю слово duck на английское слово seagull, если, конечно, правильно выражаюсь. Теперь спавним, вот они появляются. И опять же повторюсь, при своей смерти чайка даст тебе 5 перьев. Сразу же после чаек идут самые обычные птицы. Иди сюда, птичка. Птичка. Хватит тебя за яичко. Не могу попасть по птичке. А хотя нет, подождите, кажется, попал по птичке. Бля, нет, не попал. Попал. Все, вот она лежит, вот она, дохлая птица. В любом случае у птиц есть свое преимущество в том, что они спавнятся в абсолютно любом месте острова, и их гораздо больше, чем уток и чаек. Переходим к наземным видам животных. Следующий вид, о котором я хочу тебе рассказать, это маленькие непоседливые зайчишки и белочки. Их ты можешь найти в лесу, и те, и другие спавнятся там. Но в чем их прикол? Опять же повторюсь, они довольно ловкие, и чтобы за ними охотиться, тебе как минимум нужно копье. Это самое удобное приспособление для охоты на них, потому что огнестрельным оружием может быть не совсем удобно. При разделывании кролика ты получаешь один кусочек мяса. Для того, чтобы его заспавнить, ты прописываешь команду add character rabbit. Белки, да, я говорил про белок. Чтобы их заспавнить, тебе точно так же надо прописать команду add character squirrel, с английского языка переводится белка. Давай заспавним 10 штучек. Вот они даже меньше, чем кролики, но при убийстве дают точно такой же лут. Причем, опять же, их убить гораздо тяжелее, они очень маленькие, очень ловкие. И, ну, и опять-таки, да, повторюсь, при разделывании получаешь в инвентарь кусочек мяса. Я вернулся в тот самый пруд, из которого начинал этот видеоролик, для того, чтобы показать тебе вот этих маленьких беззащитных черепашек, которых ждет не самая приятная участь. Они попали на мой канал, братанчик. Что ты получаешь при убийстве черепашки и где их найти? Опять же повторюсь, черепашки находятся рядом с прудиком, находятся они рядом с речкой и какими-нибудь водоемами по типу озер. Там они и обитают. С маленькой черепашки не получаешь какого-то огромного лута. Она
выдаст тебе маленький кусочек мяса, как и большинство мелкой дичи в этой игре. Я перешел на побережье этого острова, чтобы найти большую черепаху. Да, в Sons of the Forest две вида черепахи, одна маленькая, вторая большая. Но эта черепаха куда более ценная, чем предыдущая. При разделывании черепахи ты получаешь довольно ценный предмет. Это панцирь черепахи. Ну и после того, как ты ее разделаешь, останется еще 2 куска мяса. Боже, блин, чтобы показать черепаху, мне пришлось тащить свои яйца оттуда вот сюда, чтобы посмотреть, как они в летний сезон времени тут греют свои потные яйца. Блин, пипец. Посмотри туда, это олень. Олень быстрее игрока, как правило, и ты не можешь за ним угнаться. Во всяком случае, пока он не успокоится и не остановится, как сейчас. Чтобы за ним охотиться, тебе как минимум нужно копье, а в лучшем случае вообще огнестрельное оружие. Не могу даже своим дробовиком до него докоснуться, поэтому все-таки... нет, ребят, посмотрите, я все-таки докоснулся до этого оленя своим дробовиком. Я все-таки смог попасть. Что ты получаешь при убийстве оленя? Ну, во-первых, его надо разделать. Он, опять же, повторюсь, довольно ценен, потому что ты получаешь одну шкуру, которая необходима для создания брони, и 4 куска мяса. То есть, я не врал, когда сказал, что Келвин животное. Для того, чтобы заспавнить оленя, прописываешь команду add character deer. Deer это с английского языка переводится как олень. Все вполне логично, а мы переходим далее. Add character moose. Это лось. Лось, опять же повторюсь, очень редкий. Я ни разу его не поймал на своих стримах на Твиче по игре Sons of the Forest. Не смог, вот никак. С некоторой вероятностью лось может напасть на игрока при проявлении агрессии, как правило, в его сторону. Что ты получаешь с разделки лосяша? Ты получаешь уже не одну, а 2 шкуры, это раз. И во-вторых, 7 кусков мяса. 7 кусков мяса. Последние животные, которых мы с тобой сегодня рассмотрим, относятся к воде. Они там живут, они там обитают. Их немного, всего 3 штучки, но показать я тебе их просто обязан. Чтобы найти лосося, нужно плавать в море. Вот он, да, вот сейчас он попался, повезло. Что ты получаешь при его убийстве? Если я вообще смогу его убить на данный момент, здесь я не смогу, но ты получаешь сырую рыбу, которую тебе приносит также Келвин. Все, как бы больше ты от него ничего не получаешь. Если вдруг твои друзья не знали, для чего рыбам нужны плавники, то сейчас Артиксио тебе обо всем расскажет. Для того, чтобы летать, конечно же, а для чего еще им нужны? Посмотри на эти крылья, это же так весело, это же так прикольно, когда акула летает. Последний моб, которого я лично никогда не находил, которого нельзя заспавнить, однако при этом в описании игры следует, что он существует, это касатки. Как видишь, здесь на карте, на побережье есть 2 такие, но они дохлые, они не живые. Где найти живую касатку? Как я прочел на англоязычных форумах, тебе нужно идти вон туда, далеко-далеко. Если тебя заинтересовали консольные команды, то рекомендую тебе посмотреть один из моих предыдущих видеороликов. Подсказка, либо, конечно, заставка сейчас появится, ты можешь перейти посмотреть. Очень советую. Благодарю тебя за просмотр ролика. Подписывайся на канал, ставь лайки. Это поможет для продвижения ролика. Спасибо тебе огромное. Обнимаю. Здоровья, счастья и пока.